Что если существа, которых вы видели в ночных кошмарах, на самом деле реальны, и некоторые люди столкнулись с ними лицом к лицу? Биолог Дэвид Ингрэм в 1968 прошел пешком через амазонские джунгли и описал существо размером с человека, передвигавшееся на двух ногах и наблюдавшее за ним из темноты. Ни одно известное животное не подходит под его описание. Глубоководные камеры у Марианской впадины зафиксировали нечто с размахом тела свыше 10 метров, которое уклонилось от света и ушло вниз, туда, куда не достигает ни один зонд. Это не легенды и не байки у костра. Это задокументированные встречи, которые ученые до сих пор не могут объяснить. Впереди 10 существ, которых человек не должен был видеть. 23 июля 2012 исследовательское судно Okeanos Explorer опускало камеру на глубину 2300 метров в районе Тихоокеанского побережья Новой Зеландии. Оператор Марк Тейлор фиксировал стандартный донный рельеф, когда в правом углу монитора появилось движение. Из расщелины выдвинулось щупальце толщиной с корабельный канат. Оно медленно ощупало камеру, затем резко втянулось обратно. Запись длилась 11 секунд. Диаметр щупальца составлял около 40 сантиметров, что означало размер тела существа не менее 20 метров. Крупнейший задокументированный гигантский кальмар достигает 14 метров. Что именно прикоснулось к камере? Официального ответа нет до сих пор. Океан закрывает от человека 95% своего объема. Люди исследовали поверхность Луны детальнее, чем дно собственного океана. Именно поэтому то, что изредка всплывает на поверхность или попадает в объектив камеры, производит такой эффект. Это фрагменты мира, куда человек не был приглашен. В ноябре 1977-го японское рыболовное судно Дзуйо Мару подняло со дна у берегов Новой Зеландии разложившуюся тушу. Туша весила около 1800 килограммов, имела длинную шею, 4 плавника и хвост. Биолог Митио Яно сделал фотографии и взял образцы ткани до того, как капитан приказал выбросить тушу обратно. Запах мешал работе. Японское правительство провело анализ образцов. Результат совпал с биохимическим составом акулы, однако форма тела не соответствовала ни одному известному виду акул. Японские ученые предположили, что это мог быть плезиозавр, рептилия, считающаяся вымершей 66 миллионов лет назад. Западные биологи настаивали на версии с разложившейся акулой Мако. Ни одна из сторон не смогла доказать свою правоту, потому что тушу выбросили в океан. Но самое тревожное существо из глубины не то, которое видели один раз. В период с 1997 по 2000 пятый гидрофоны Национального управления океанических и атмосферных исследований фиксировали звук, получивший название биологический сигнал 25. Звук повторялся каждые несколько лет в одном и том же районе Южного океана. Его частота и структура соответствовали биологическому источнику, то есть живому существу. Мощность сигнала превышала самые громкие задокументированные звуки, издаваемые синим китом, примерно в 3 раза. Синий кит – самое крупное животное на Земле. Существо, производившее этот звук, должно было быть значительно крупнее. В 2005-м сигналы прекратились. Никакого объяснения их исчезновению нет. В марте 2021-го норвежские рыбаки в Баренцевом море подняли в сеть нечто, что сначала приняли за кусок донного осадка. При ближайшем рассмотрении это оказалось существо с телом длиной около 3 метров, без глаз, с рядами хемосенсорных отростков вдоль боков. Образцы отправили в университет Тромсё. Генетический анализ показал принадлежность к типу червей, однако ни к одному из 20 тысяч известных видов существо отнести не удалось. Его назвали временным обозначением арктический образец B7 и продолжают изучать. Живым его сохранить не смогли, оно погибло через 4 часа после подъема на поверхность. Глубина без дна — это не метафора. Это буквальное описание того, что находится под водой прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. Пещера Личугилья в штате Нью-Мексико была закрыта для широкой публики с момента открытия в 1986. Официальная причина – защита уникальных минеральных образований. Но спелеологи, получившие специальный допуск, рассказывают о другом. В 2003-м группа из 4 исследователей продвигалась по системе туннелей на глубине 400 метров, когда их приборы зафиксировали движение воздуха из боковой расщелины. Расщелина была слишком узкой для человека, но достаточно широкой, чтобы направить туда камеру. На записи белый удлиненный силуэт, который замер при свете фонаря, а затем отступил в темноту. Участница группы биолог Сара Коннелли описала существо как нечто с 4 конечностями и телом длиной около 1,5 метров, полностью лишенное пигментации. Ни одно известное пещерное животное такого размера в Северной Америке не существует. Пещерная среда производит существ, которые выглядят так, будто эволюция намеренно убрала из них все человеческое понимание нормы.
Без света исчезают глаза, они становятся рудиментарными точками или пропадают полностью. Кожа теряет пигмент и становится полупрозрачной, сквозь нее просвечивают органы. Метаболизм замедляется настолько, что некоторые пещерные виды живут без еды годами. В румынской пещере Мовиле, изолированной от поверхности 5 миллионов лет, обнаружили 48 видов существ, нигде больше не встречающихся. Все они питаются хемосинтетическими бактериями и никогда не видели солнечного света. Это отдельная биосфера внутри нашей планеты. Но пещера Крубера на Кавказе, глубочайшая известная пещера в мире, 2197 метров, преподнесла сюрприз иного рода. В 2010-м украинские спелеологи на глубине около 1800 метров обнаружили в подземном озере существо, которое первоначально приняли за рыбу. При извлечении выяснилось, что у него нет чешуи, нет плавников в привычном смысле, зато есть 6 пар тонких конечностей и хвостовой отдел с хемосенсорными волосками. Генетический анализ показал дальнее родство с ракообразными, однако морфологически существо не соответствовало ни одному известному отряду. Его назвали Крубера X в научной переписке. Публикация результатов в рецензируемом журнале до сих пор не состоялась, по официальной версии, из-за недостаточного объема выборки. В 1973-м советская спелеологическая экспедиция в пещерах Туркменистана зафиксировала нечто, что вошло в закрытые отчеты под обозначением «Объект Т-4». Трое участников экспедиции, находившихся в боковом туннеле на глубине 280 метров, сообщили о существе, которое наблюдало за ними с потолка. Оно держалось за камень 6 конечностями, имело тело длиной около метра и не реагировало на свет фонарей. Когда один из исследователей попытался приблизиться, существо в долю секунды переместилось в трещину и исчезло. Скорость перемещения, по описанию очевидцев, была несопоставима ни с одним известным пещерным животным. Рапорт был засекречен. Рассекреченная версия появилась в архивах лишь в 2018-м, когда все участники экспедиции уже умерли. Тьма под землей не пустая. Она населена существами, которые провели миллионы лет, адаптируясь к условиям, где человек может выжить лишь несколько дней с запасом воздуха и света. И некоторые из этих существ, судя по всему, прекрасно знают о нашем присутствии задолго до того, как мы узнаем об их существовании. 9 февраля 1959 группа из 9 опытных туристов под руководством Игоря Дятлова разбила лагерь на склоне горы Халачахль на Северном Урале. Все 9 были найдены мертвыми. Палатка была разрезана изнутри. Люди выбежали на мороз без обуви и верхней одежды при температуре минус 30 градусов. Трое из них имели переломы ребер и черепа, сопоставимые по силе с ударом промышленного пресса, но без внешних повреждений кожи. У одной из погибших, Людмилы Дубининой, отсутствовал язык, глаза и часть губ. Советские исследователи закрыли дело с формулировкой «погибли от неизвестной стихийной силы» и засекретили материалы на 30 лет. Местные манси называли эту гору «горой мертвых» задолго до гибели группы и отказывались подниматься на нее. Но Дятловский перевал — не единственное место, откуда люди не возвращались после встречи с чем-то необъяснимым. В августе 1978-го австралийский фотограф Фредерик Валентич вылетел на легком самолете над Басовым проливом. За 17 минут до исчезновения он вышел на связь с диспетчером и сообщил, что над ним завис неизвестный объект с 4 яркими огнями. Последние слова в записи диспетчера: «Это не самолет». Затем металлический скрежет и тишина. Ни обломков самолета, ни тела Валентича не нашли никогда. Запись переговоров хранится в архивах Австралийского бюро авиационной безопасности и доступна для прослушивания. В 1982-м советский геолог Геннадий Колесников работал в одиночку в районе плато Путарана в Сибири. Он вернулся на базу через 3 дня после запланированного срока. Далее с обморожениями, без снаряжения и в состоянии острого психоза. После частичного восстановления он описал существо, которое преследовало его лагерь 2 ночи подряд. По его словам, оно было высотой около 3 метров, передвигалось на 2 ногах и издавало низкочастотный звук, от которого переставали работать мысли. На 3-ю ночь Колесников бежал, бросив все. Психиатрическая экспертиза не выявила у него признаков психического расстройства до экспедиции, однако после нее он провел в клинике 8 месяцев. Записи его показаний были переданы в Московский институт биофизики и с тех пор не публиковались. В марте 2014-го малайзийский авиалайнер рейса МН-370 исчез над Индийским океаном вместе с 239 пассажирами. Официальная версия — неконтролируемое снижение в океан. Однако военные радары зафиксировали, что самолет резко изменил курс
и летел еще 7 часов после последнего выхода на связь. Спутниковые данные указывают на район Южного Индийского океана. За 10 лет поисков найдено лишь несколько фрагментов обшивки. 239 человек и весь самолет исчезли в одном из самых обследованных районов поиска в истории авиации. Ни одна из официальных версий не объясняет полное отсутствие обломков на площади в миллионы квадратных километров. Все эти случаи объединяет одно: люди столкнулись с чем-то, и это что-то не оставило возможности рассказать правду. Те немногие, кто выжил, описывают не катастрофы и не случайности, они описывают присутствие. В октябре 1967-го Роджер Паттерсон и Боб Гимлин сняли на 16-миллиметровую пленку существо в районе Блав-Крик в Калифорнии. Пленка длится меньше минуты. За прошедшие 57 лет ее изучали биомеханики, антропологи, специалисты по киноэффектам и военные аналитики. Ни одна группа экспертов не смогла доказать, что это человек в костюме. Биомеханик Дмитрий Донской из Центрального института физической культуры в Москве провел детальный анализ походки существа и заключил, что такая кинематика невозможна для человека анатомически. Соотношение длины конечностей, угол сгиба колена в момент нагрузки и характер постановки стопы невоспроизводимы человеческим телом. Пленка до сих пор не признана ни подлинной, ни поддельной официально. В 2007-м норвежский видеооператор Хокон Аас снимал дикую природу с лодки на озере Сельюрд. На записи, длящейся около 3 минут, в воде движется крупный объект с характерными изгибами тела, напоминающими змеиное движение. Объект появляется на поверхности трижды. Длина видимой части при каждом появлении составляет от 8 до 12 метров. Норвежский зоологический институт изучил запись и отказался давать официальный комментарий. Сотрудник института Эрик Фальк в частном письме, опубликованном позднее в местной газете, написал, что запись не содержит признаков монтажа, но содержит признаки проблемы. Но самые тревожные кадры – те, которые снимались ненамеренно. В марте 2019-го система видеонаблюдения нефтяной платформы в Мексиканском заливе зафиксировала объект на глубине 200 метров. Камера работала в инфракрасном режиме. На записи существо с размахом тела около 8 метров, с симметричными боковыми отростками и пульсирующим центральным телом. Оно находилось в поле зрения камеры 4 минуты 22 секунды, затем опустилось ниже. Запись была передана морскому биологу Майклу Ширли из Вудсхольского океанографического института. Ширли опубликовал краткое заявление о том, что объект является биологическим и незнакомым, после чего его страница на сайте института была удалена. Сам Ширли перестал отвечать на запросы журналистов. В январе 2022-го камера дорожного наблюдения в провинции Юньнань в Китае зафиксировала на проселочной дороге существо высотой около 2 метров, передвигавшееся на 2 ногах. Существо шло вдоль обочины около 40 секунд, затем свернуло в лес. Местные власти опубликовали запись с запросом помочь идентифицировать животное. Через 3 суток публикация была удалена. Китайская академия наук отказалась комментировать запись. Несколько китайских зоологов в социальных сетях написали, что запись подлинная и что существо не является медведем, обезьяной или человеком, после чего их аккаунты были заблокированы. Закономерность здесь не в самих существах. Закономерность в реакции институтов. Каждый раз, когда запись оказывается достаточно убедительной, чтобы потребовать объяснения, объяснение не появляется. Вместо него исчезает запись, замолкает ученый или закрывается страница. Это не доказательство существования чего-либо сверхъестественного. Это доказательство того, что кто-то принимает решение, что именно вы должны видеть. Большинство существ в этом списке избегают контакта. Они уходят в темноту, опускаются на глубину, исчезают в лесу. Но есть задокументированные случаи, когда существо не убегало, оно наблюдало. В августе 1955-го семья Саттон из штата Кентукки вызвала полицию и сообщила, что их фермерский дом атакуют существа с серебристой кожей и огромными глазами. 11 человек провели в осаде несколько часов. Существа появлялись в окнах, на крыше и у дверей. По ним стреляли из дробовика. Пули, судя по звуку, попадали в цель, но существа не падали. Полицейские, прибывшие на место, нашли следы выстрелов, испуганных людей и пустой двор. Семья Саттон не имела репутации лжецов и не получила никакой выгоды от своего рассказа. Дело вошло в архивы ВВС США в рамках проекта «Синяя книга» и осталось незакрытым. В декабре 1980-го в лесу Рэндалшем в Великобритании, в непосредственной близости от американской военной базы, военнослужащий Джим Пеннистон вплотную подошел к треугольному объекту, стоявшему на земле среди деревьев. Он провел рядом с ним 45 минут, делал зарисовки и касался поверхности руками.
Позднее под гипнозом он воспроизвел двоичный код, который, по его словам, увидел при касании объекта. Когда в 2010-м этот код расшифровали, он содержал координаты и текст на английском языке. Командование базы официально признало факт инцидента. Это один из немногих случаев, когда военное ведомство не отрицало произошедшего. Пеннистон до сих пор жив и продолжает давать показания. В июле 2008-го егерь Андрей Курбатов патрулировал заповедник в Вологодской области. В 3 часа ночи он услышал треск ветвей и включил фонарь. В 15 метрах от него стояло существо ростом около 2,5 метров и смотрело прямо на него. Курбатов описал глаза как отражающий свет, как у кошки, но большие, размером с кулак. Существо не двигалось около 30 секунд. Затем медленно повернулось и ушло в темноту. Курбатов подал рапорт, который был зарегистрирован в районной администрации. Следы на грунте зафиксировал участковый инспектор. Это след двуногий, длина отпечатка 42 сантиметра, глубина вдавливания соответствует весу от 250 до 300 килограммов. Но самое документально подтвержденное наблюдение такого рода произошло не в лесу и не на ферме. В сентябре 1981-го советский военный спутник серии «Космос» зафиксировал на орбите объект, который двигался параллельным курсом и периодически менял скорость синхронно с маневрами спутника. Объект сопровождал спутник 17 витков подряд, затем изменил траекторию и вышел из зоны наблюдения. Данные телеметрии были переданы в Институт космических исследований в Москве. Выводы комиссии засекречены. Единственное, что стало известно через рассекреченные фрагменты в 2000-х, комиссия исключила версию о природном объекте и версию о западном спутнике. Что осталось после исключения этих двух версий? В документах не написано. Всех этих случаев объединяет одна деталь, на которую редко обращают внимание. Существа не нападали. Они наблюдали. Это означает либо то, что они не считают человека угрозой, либо то, что они изучают нас так же методично, как мы пытаемся изучить их. В ноябре 1966 в городе Пойнт-Плезант в Западной Вирджинии двое молодых супругов ехали по дороге мимо заброшенного военного завода. Их фары осветили существо на обочине. Оно стояло на 2 ногах, имело рост около 2 метров, широкие плечи и крылья, сложенные за спиной. Вместо глаз 2 красных светящихся круга. Существо развернулось и взлетело вертикально вверх без разгона. Супруги Линда и Роджер Скарбери примчались в полицейский участок в состоянии шока. Дежурный офицер Милтон Холлидей записал их показания и отметил, что оба были явно напуганы. За следующие 13 месяцев аналогичное существо видели более 100 человек в том же районе. 13 декабря 1967 мост Силвер-Бридж через реку Огайо обрушился. Погибли 46 человек, после этого наблюдения прекратились полностью. Связь между существом и катастрофой никем официально не установлена. Но местные жители обратили внимание на то, что существо всегда появлялось вблизи моста и всегда смотрело в его сторону. Несколько очевидцев описывали ощущение, что существо не просто летело, оно ждало. В июне 1977 в небольшом городке Колаэр в Бразилии несколько десятков жителей подверглись воздействию направленных световых лучей, исходивших с неба. У пострадавших остались ожоги, напоминающие следы от лазерного излучения. Местный врач Карлос Мендес зафиксировал 23 случая с идентичными повреждениями кожи. Военные Бразилии провели операцию под кодовым названием «Тарарака», в рамках которой несколько самолетов патрулировали район в течение 3 месяцев. Официальный отчет операции был рассекречен частично в 2005. В рассекреченной части написано, что пилоты наблюдали объекты, которые демонстрировали маневренность, недостижимую для известных летательных аппаратов. Остальные страницы отчета по-прежнему закрыты. В феврале 2017-го пастух в провинции Хунань в Китае снял на телефон существо, стоявшее на краю обрыва. Запись длится 20 секунд. Существо высокое, тонкое, с непропорционально длинными конечностями. Оно стоит неподвижно, затем поворачивает голову в сторону камеры. Медленно, как будто осознанно. Китайские зоологи идентифицировали его как медведя, стоящего на задних лапах. Однако несколько независимых аналитиков указали на то, что пропорции тела не соответствуют ни одному виду медведей, обитающих в регионе, а угол сгиба конечностей при стоянии анатомически невозможен для медведя. Запись набрала 40 миллионов просмотров за 2 суток, после чего была удалена с китайских платформ. В марте 2023-го оператор беспилотника в окрестностях Лас-Вегаса зафиксировал в воздухе объект, который двигался со скоростью около 300 км в час без видимых двигателей и без звука. Объект имел гуманоидную форму. Вертикальное тело, 2 верхние конечности, 2 нижние. Запись была передана в местное отделение ФБР. В тот же вечер несколько жителей соседнего района позвонили в полицию и сообщили о падении чего-то крупного в их двор. Прибывшие офицеры зафиксировали примятую траву и следы, которые описали как нечеловеческие, в рапорте. Рапорт был опубликован случайно через портал открытых данных и удален через 6 часов, однако скриншоты сохранились. За гранью реального находится не то, что невозможно. За гранью реального находится то, для чего у нас пока нет категории.
В сентябре 1995 на ферме в Пуэрто-Рико фермер Мак Толентино обнаружил 8 мертвых овец. У каждой было 3 небольших отверстия в грудной клетке и полностью отсутствовала кровь. Земля под тушами была сухой. Ветеринар, проводивший вскрытие, зафиксировал, что внутренние органы животных были обескровлены с хирургической точностью, но без разрезов. Через неделю аналогичные случаи зафиксировали на 8 других фермах острова. Местные жители назвали существо чупакабра, буквально сосущий коз. Пуэрториканская полиция открыла официальное расследование, которое не дало результатов. За следующие 2 года похожие случаи зафиксировали в Мексике, Чили, Аргентине и Флориде. Ни одного живого существа поймано не было. В 2008 в округе Куит в Техасе фермер Деуэйн Макларен застрелил животное, нападавшее на его кур. Тело передали в Техасский университет. Генетический анализ показал смесь ДНК койота и неизвестного третьего вида, который не был идентифицирован. Морфологически животное имело почти голую кожу, непропорционально длинные задние конечности и клыки, загнутые внутрь. Признак, не встречающийся ни у одного известного псового. Университет опубликовал результаты анализа и закрыл дело, отнеся существо к гибридной аномалии. Вопрос о том, что именно является третьим компонентом ДНК, в публикации обойден. Но есть существо, которое не вписывается даже в категорию «неизвестный гибрид». В августе 2012-го охотник Рик Дайер в лесу штата Сан-Антонио заявил, что застрелил существо ростом около 2 метров, покрытое темной шерстью, с плоским лицом и противопоставленным большим пальцем на руках. Тело было заморожено и перевезено в Лас-Вегас, где его осмотрели несколько человек, подписавших соглашение о неразглашении. Дайер утверждал, что тело было передано правительственной организации и с тех пор недоступно. Ни один независимый ученый тело не видел. История выглядит как мошенничество, если не считать одной детали. 2 из подписавших соглашение о неразглашении, чьи личности впоследствии установили журналисты, отказались комментировать произошедшее даже спустя 10 лет. Люди, участвующие в мошенничестве, обычно либо признаются, либо бахвалятся. Эти 2 молчат. В июле 2019-го рыбак на озере Ворота в Якутии вытащил сетью существо, которое не смог идентифицировать. Он сфотографировал его на телефон перед тем, как оно выбралось из сети и ушло под воду. На фотографии тело длиной около 1,5 метров с 4 конечностями, гладкой серой кожей и головой без выраженных черт лица. Фотографию изучил зоолог Якутского государственного университета Петр Афанасьев и заявил, что не может соотнести существо ни с одним видом, обитающим в регионе. Озеро Ворота известно местным жителям как место обитания крупного существа с 17 века. Задолго до появления фотографий и задолго до того, как это стало интересно кому-либо за пределами Якутии. Тварь без имени Птадьен — это не поэтический образ, это биологическая реальность. Наука открывает от 8 до 18 тысяч новых видов ежегодно. Большинство из них насекомые и микроорганизмы. Но в этом списке каждые несколько лет появляется нечто крупное. Нечто, для которого нет клетки, нет названия и нет объяснения. В апреле 2006-го микробиолог Луис Ортис из университета Пуэрто-Рико обнаружил в образцах воды из подземного источника организм, который не использовал ни один из известных биохимических механизмов для получения энергии. Ни фотосинтез, ни хемосинтез, ни окисление органики. Организм существовал и размножался, нарушая фундаментальные принципы биологии. Ортис опубликовал предварительные результаты в закрытом научном вестнике. Через 3 недели его лабораторию проверила Федеральная инспекция по биологической безопасности. Все образцы были изъяты. Ортис подписал соглашение о неразглашении и отказывается говорить о своей работе того периода до сих пор. Его коллега, пожелавший остаться анонимным, сообщил журналу «Новый ученый» в 2009-м, что образец был живым и что он двигался направленно, то есть демонстрировал поведение, а не просто биохимическую активность. Это не единственный случай, когда ученые сталкивались с чем-то, что ломало их профессиональную картину мира. В январе 2014-го группа астробиологов из университета Шеффилда запустила стратосферный зонд на высоту 27 километров. Зонд был оснащен стерильными коллекторами для сбора частиц. После возвращения на коллекторах обнаружили биологические структуры, фрагменты, напоминающие диатомовые водоросли, но с иной симметрией клеточной стенки. Руководитель группы профессор Милтон Уэйнрайт заявил на пресс-конференции, что структуры имеют внеземное происхождение, поскольку не могли быть подняты с поверхности Земли на такую высоту восходящими потоками. Через 48 часов пресс-конференция была дезавуирована университетом. Уэйнрайт был отстранен от руководства группой, образцы переданы в неназванное ведомство. В мае 2021-го Конгресс США провел первые за 50 лет открытые слушания по теме неопознанных воздушных явлений. Директор национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что часть явлений не может быть объяснена известными технологиями. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью незадолго до слушаний сказал, что некоторые явления могут представлять собой форму жизни, отличную от той, что мы знаем.
Это не журналист-конспиролог, это человек, руководивший крупнейшей разведывательной организацией в мире. После слушаний Пентагон подтвердил подлинность 3 видеозаписей с объектами, демонстрирующими маневры, физически невозможные для любого известного летательного аппарата. Один из объектов на записи вошел в воду без замедления и без всплеска. В августе 2023-го мексиканский журналист и исследователь Хайме Маусон представил перед Конгрессом Мексики 2 тела, извлеченных, по его словам, из перуанских захоронений. Тела имели трехпалые конечности, вытянутые черепа и размер около 60 сантиметров. Мексиканское национальное автономное управление провело томографию и анализ ДНК. Томография показала цельные скелеты без следов сборки из фрагментов. Анализ ДНК выявил около 30% генетического материала, не соответствующего ни одному виду в базе данных. Перуанское правительство потребовало возврата тел как культурных артефактов. Несколько западных ученых назвали находку фальсификацией, не предоставив собственного анализа образцов. Тела по-прежнему находятся в Мексике. Независимая экспертиза с полным доступом к образцам не проводилась. Паника ученых — это не крики и не беготня, это тишина. Это подписанные соглашения, изъятые образцы, удаленные публикации и профессора, которые вдруг перестают говорить о своей главной работе. Именно эта тишина громче всего. Фредерик Валентич успел передать по радио 27 слов описания того, что видел над собой. Потом связь оборвалась. Это последнее задокументированное свидетельство человека, который видел нечто и не вернулся. Но большинство людей в этом списке выжили. И все они описывают один и тот же момент. Существо или объект смотрит на них. И в этот момент человек понимает, что он здесь не главный. Биолог Дэвид Инграм, с которого начался этот рассказ, дошел до конца амазонского маршрута. В своих записях он отметил одну деталь, которую не включил в официальный отчет. Существо, наблюдавшее за ним из темноты, не просто стояло. Оно стояло неподвижно ровно до того момента, как Ингрэм остановился сам. Когда он двигался, оно двигалось параллельно. Когда он замер, то оно замерло. Это не поведение животного, реагирующего на угрозу. Это поведение существа, которое изучает. В 2023-м гарвардский астрофизик Ави Лёб завершил экспедицию на дно Тихого океана в районе падения метеорита 2014 года у берегов Папуа, Новой Гвинеи. Со дна подняли металлические сферы диаметром от полумиллиметра до миллиметра. Изотопный состав сфер не соответствовал ни одному известному природному источнику в Солнечной системе. Лёб не маргинальный исследователь. Он бывший руководитель астрофизического факультета Гарварда и автор более 900 научных публикаций. Его вывод был прямым. Материал имеет внесолнечное происхождение и обладает прочностью, превышающей все известные природные сплавы. Это не метеорит, это что-то, что было сделано. На вопрос из начала этого видео, существуют ли существа, которых человек не должен был видеть, ответ, который дает совокупность всех этих случаев, звучит так: да. И они знают, что мы их видели. 95% океана не исследовано. Ну что, если даже океан полон загадок и странных существ, то зачем ограничиваться только этим видео? Загляните на наш сайт whiteori.com. Там вас ждут еще более удивительные истории и статьи. Ссылка в описании, не упустите шанс узнать больше. Под антарктическим льдом находятся жидкие озера, изолированные от поверхности 15 миллионов лет. В атмосфере на высоте от 20 до 60 километров существуют условия, пригодные для жизни микроорганизмов. Пещерные системы Земли имеют суммарную протяженность, которую человек не картировал даже на треть. Это не поэтические образы бескрайней тайны. Это конкретные физические пространства, в которых что-то может существовать прямо сейчас. И существует, судя по тому, что периодически оттуда появляется. Последнее, что видели многие из очевидцев в этом списке, прежде чем существо исчезло, это момент, когда оно переставало смотреть на них и уходило. Не убегало, уходило. Спокойно. Как будто получило все, что хотело. Как будто наблюдение было завершено. Единственный вопрос, на который у науки пока нет ответа, это не существуют ли они. Это что именно они изучают. Не изучают.